Это видео оказалось довольно неожиданным, потому что мы не ожидали, что участники начнут прямую трансляцию вместе и покажут, какими хаотичными, но в то же время счастливыми они были после групповой репетиции. Однако, поскольку несколько ситуаций внезапно натолкнули меня на мысль о создании подобного видео, например, о том, как Чингук не любит оставаться в стороне от дел Тэхёна и всегда пытается привлечь его внимание, я не могла не представить себе подобную подборку, показывающую, как Чингук всегда хочет быть малышом Тэхёна и принимает все, что тот от него требует. В начале прямой трансляции группы Чимин упомянул, что Тэхёну скоро нужно уйти, поэтому трансляцию пришлось завершить. Хотя Чимин не уточнил, куда именно Тэхён идет, вероятно, потому что в тот день был день рождения Пак Саджуна, и Тэхён собирался встретиться с Угой, чтобы отпраздновать. Сам Тэхён, похоже, не возражал против того, чтобы об этом узнали другие. Он сказал, что идет в суши-бар и скоро вернется. Однако, пока Тэхён объяснял, куда он идет, кто-то на заднем плане пристально смотрел на него, словно не понимая, почему Тэхён так спешит уйти. Когда Намджун тут же подошел к Тэхёну и сказал, что он честен, объяснив, куда ему нужно идти, Чингук вдруг спросил Тэхёна, где он купил суши, продолжая смотреть на него, пока Тэхён собирался уходить. И хотя Намджун сказал Тэхёну купить суши и для него, Чингук воспользовался случаем и тоже попросил суши, потому что тоже хотел поесть. Все это время Чингук продолжал смотреть на Тэхёна, прося его купить суши. В этот момент Чимин схватил Тэхёна за руку, чтобы остановить его, и они случайно слегка толкнули Чингука в спину. Хотя он уже попросил суши для себя, лицо Чингука оставалось серьезным, он не пытался скрыть своих чувств. Тэхён выслушал все просьбы и, уходя, сказал, что без проблем купит всем суши. Хотя Тэхён уже слышал, что Чингук тоже хотел суши, по какой-то причине, немного отойдя и на мгновение отвернувшись от Тэхёна, Чингук издалека посмотрел на него, чтобы убедиться, что услышал, и снова попросил купить суши. Тэхён, более лично, сказал, что купит их и для него. Это заставило Чингука улыбнуться, потому что он получил прямой ответ, а не какой-то шаблонный. Интересно было то, что когда Хобби начал читать комментарии и быстро попрощался с фанатами, потому что Тэхёну нужно было уйти, и им всем нужно было закончить трансляцию вместе, по какой-то причине, хотя никто уже не говорил о суши и все перешли к другим темам, включая Намджуна, который, похоже, тоже хотел суши, Чингук все еще думал об этом. Для тех, кто знал, что Чингук не любил оставаться в стороне от планов Тэхёна, напомню, Чингук на мгновение замолчал, когда остальные закончили трансляцию, а затем повернулся к Тэхёну, чтобы спросить, будут ли они позже есть суши, хотя тема уже была затронута. Чингук никак не мог успокоиться, желая убедиться, что Тэхён принесет ему суши из того места, куда он собирался пойти. Это напомнило мне тот случай, когда Тэхён во время рекламной кампании автомобиля Hyundai упомянул, что обязательно купит такой же для своего отца. Пока все были сосредоточены на презентации модели, Чингук услышал это и быстро повернулся, чтобы спросить, что он имеет в виду, как будто интересуясь, купит ли Тэхён ему такой же, как и отцу. Хотя обстоятельства были не совсем одинаковыми, ему все равно было приятно знать, что Тэхён подумает об этом и в итоге купит ему машину. Это показывает, что даже в подобных ситуациях Чингук всегда находит способ вписаться в планы Тэхёна и принять все, что тот дает другим. Его желание бороться за место в жизни Тэхёна, которое и так было гарантировано, красноречиво говорит о его чувствах. Он всегда хотел быть малышом Тэхёна и получать все его внимание, и реакция Чингука на то, что Тэхён готов это рассмотреть, подтвердила его желание. На самом деле, когда Чингук вошел в комнату, где Тэхён писал письмо Чимину, которое должны были прочитать в конце шоу, хотя Тэхён смутился и начал просить Чингука уйти, потому что не хотел, чтобы его письмо читали, Чингук, зная, что Тэхён пишет Чимину, просто спросил, что с ним не так, почему Тэхён не написал ему письмо и почему письмо получил только Чимин. Хотя это выглядело как глупый акт ревности, сам факт того, что Чингук действительно спросил, что с ним не так и почему он не получил письмо от Тэхёна, был невероятно забавным. Наблюдать за их спором, потому что Чингук настаивал на том, чтобы увидеть, что написал Тэхён, а Тэхён хотел, чтобы Чингук уважал его личную жизнь, всегда было так же, как у Хобби, наблюдавшего за их спором. Возможно, это была всего лишь игра, но настойчивое желание Чингука увидеть, что написал Тэхён,
и его нежелание оставить эту тему, потому что Тэхён не написал ему письма, довели Тэхёна до отчаяния, заставив его проучить его, догнать и вышвырнуть из комнаты, так и не ответив на вопрос «Что с Чингуки?». Из-за этого мне вспомнился другой момент во время прямой трансляции, когда Тэхён упомянул, что хочет найти способы исцелиться, например, отправиться в одиночное путешествие, чтобы заново открыть себя и исцелить то, что он носил в себе. Хотя его слова не должны были звучать грустно, а лишь выражать его чувства в тот момент и потребность в исцелении, Чингук, который внимательно слушал, внезапно спросил, с кем Тэхён будет исцеляться, как будто хотел знать, с кем он будет путешествовать и почему он должен делать это в одиночку, а не вместе. И хотя Тэхён ответил, что может исцелить себя сам, потому что одиночество тоже полезно для того, чтобы на время отвлечься и залечить то, что нуждается в исцелении, Чингук, похоже, не до конца понимал. Он продолжал спрашивать, не хочет ли Тэхён исцелиться вместе с ними, как будто хотел узнать, не исключен ли он из их круга общения, но не хотел быть слишком очевидным. Поэтому лучше было спросить, не хочет ли Тэхён исцелиться вместе с ними, пока Тэхён смотрел на него, не зная, как ответить. Было ясно, что Чингук услышал желание Тэхёна выздороветь и хотел быть рядом в этом процессе исцеления, всегда быть включенным в планы Тэхёна и никогда не выходить из его мыслей. Потому что, если бы был шанс убедиться, что Тэхён всегда думает о нем, Чингук не упустил бы его. Это стало ясно, когда он полусерьезно, полушутя, отчитал Тэхёна за то, что тот оставил участников группы, чтобы встретиться со своими коллегами-актерами. Это было не просто выговором, а скорее способом убедиться, что Тэхён всегда будет выбирать его превыше всего. Сначала Чингук упомянул об уходе из группы, но постепенно его комментарии перешли к вопросу о том, кого из них выбрать, Богума или себя. Затем, поняв, что он сказал, он расширил вопрос, задав его всем актерам, и, наконец, спросил, кого бы Тэхён выбрал, своих коллег-актеров или себя. К тому моменту, когда Джин задал последний вопрос, Тэхён уже широко улыбался, словно зная, на что способен Чингук. И когда он услышал выбор между Богумом и Чингуком, Тэхён без колебаний ответил, что выбирает Чингука превыше всего. Зная, что отчасти это была его собственная вина, ведь он всегда баловал Чингука и потакал его многочисленным желаниям, неудивительно, что когда Тэхён не выбрал Чингука в качестве участника, с которым он бы встречался, если бы ему представилась такая возможность, и вместо этого назвал хобби за его аккуратность и организованность, реакция Чингука была незамедлительной. С этого момента стало ясно, что Чингук всегда следил за тем, чтобы Тэхён учитывал его интересы во всем. Когда Чингук сказал, что он тоже аккуратный и вполне подходящий кандидат, если Тэхён учтет его интересы, его желание никогда не оставаться в стороне стало очевидным. Потому что то же самое произошло, когда он попросил Тэхёна купить ему суши и не успокоился, пока Тэхён не заверил его напрямую, что сделает это. Чингук просто хотел быть частью плана, а не оставаться в стороне, как остальные, ведя себя как избалованный ребенок, привыкший к заботе Тэхёна и каким-то образом всегда получавший то, что просил. И это отнюдь не то, чего Тэхён не хотел, а то, на что он даже не мог пожаловаться, потому что он сам этого добился. Знать, что Чингук любит внимание Тэхёна и не хочет оставаться в стороне от его планов, это, без сомнения, самое прекрасное в мире. Потому что его малыш Тэхён всегда будет занимать особое место в его жизни. Secret start.